Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс. Что произойдет в ближайшие дни? Со дня на день. Давайте с вами узнаем. У нас сегодня две колоды, карты пасьянса и Таро снов. Чиро Маркетти. Мне очень нравится его творчество. Вот давайте узнаем. И я не ставлю специально ограничений по времени, рамок. В среднем будем исходить из того, что это как Таро на неделю для вашего знака зодиака. Я эти расклады повторяю каждую неделю, поэтому вот именно ближайшие дни. Хотя я допускаю, что у кого-то вы мне пишете, что нет, у меня затягивается решение вопроса. Кто-то пишет, а у меня это произошло. А кто-то напишет, а у меня вообще ничего не совпадает. Будем реалистами, мои дорогие. Но я думаю, рассмотреть как альтернативный вариант всегда стоит. А вы люди очень интуитивные. Переложите ту задачу, которую вы сейчас пытаетесь решить, или дело, на образы карт, на метафору. Какие подсказки вы чувствуете? Любой расклад или прогноз – это такой своеобразный разговор с интуицией. Ну, давайте идем вперед и узнаем, что же для вашего знака зодиака на ближайшие дни случится или произойдет. Что же там случится или произойдет со дня на день? И пусть это будут приятные какие-то сюрпризы. Позже мы дополним Таро снов. Вообще, спокойное течение жизни. Вот смотрите, у нас выпадает свеча. Как бы встрясок нам не обещают. А тем не менее, какая-то молния. Ну, может быть, вы получите известие, и после этого все встанет на свои места. Ну, или что-то будет более определенно, да? Потому что сначала молния, а потом спокойное течение жизни. Хотя я могу допустить, конечно, и наоборот. Может быть, вы уже ждали какую-то новость, и тогда вы ее получаете. Но это все-таки молния, это не совсем то, что мы ожидали. Ну, может быть, тут вот смотрите, тут наоборот, какая-то новость. Вот я почему-то вижу, что тут какая-то возможность для вас. Почему? Ну вот если так вот уже беспристрастно. Все-таки первое, более выше, да, значение – спокойное течение жизни. Потом идет вот это молниеносное известие, и следом идет ожидание, листва ожидания. Может быть, это вы, как знаете, узнаете, что есть возможность решить какой-то вопрос. Сначала было так вот, никак, да, и ничего не происходило, казалось бы, ничего не предвещало. Получаете вот эту самую известие, новость, но, может быть, это будет связано с тем, что кто-то к вам едет в гости, или вы куда-то отправляетесь, или у вас, может быть, будет возможность куда-то отправиться, встретиться с кем-то, и вы будете ожидать именно того назначенного дня, когда это произойдет. Ну, это я как вариант. У кого-то что-то подобное и по работе может быть, почему нет? Смотрите, нож. Нож, в принципе, это какая-то ссора. И вы знаете, все равно вот я вижу, что тут что-то у вас встаёт на свои места. Ну, я не берусь говорить, что это на 100%. Но даже вот если мы говорим ссора, может быть, это тоже что-то не новое. Ведь иногда, когда меч выпадает, и мы сами от чего-то можем отказаться. И тогда вот это все те значения, которые у вас совпали, могут означать вот подобную ситуацию, когда до боли знакомо что-то. Но мы не хотели от этого отказываться. Может быть, это связано с конкретным человеком. Мы думали, человек одумается, или человек как-то мозгами пораскинет, хочется сказать, да, и правильные выводы сделает. Но не происходит этого. И вот для нас все равно какой-то, знаете, как конечный пункт. Это конечный пункт, чтобы поставить в чем-то точку. И мы уже после этого идем вперед, тоже мы идем не оглядываясь. Может быть, это и вы с чем-то будете вот так разбираться, словно отрезать. Да, вот именно отказаться самому. Да, вот все равно благополучие. Голубь выпадает. Голубь – это всеобщее благополучие. Это даже если что-то, знаете, как с ног на голову переворачивается, какая-то происходит путаница, неразбериха, но закончится все равно хорошо.
Смотрю, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем складывать крайние ряды. Кто смотрит давно, те знают. Это точно, мои дорогие. Иногда нам жизнь преподносит такую метаморфозу, как будто за такой лихой замес, да, из событий, из людей. А потом вот и именно, может быть, даже он и необходим, чтобы потом все мы расставили по местам. Когда вот есть такое суждение, да, в народе ходит, что если быстро вот у тебя в жизни все в одну кучу, словно винегрет, перемешалось, тогда будь готов к тому, что быстро как-то оно все и расставится в какую-то организацию. У вас колчан со стрелами, полное исполнение желаний. Но не сразу. Это, видите, у нас получается, что сначала молния, да, но я уже заново не прохожу все эти этапы, а это все-таки ближе к концу. И тут по срокам сказать очень сложно. Но я тоже не берусь, насколько на 100% исполнения желаний, но полное исполнение желания так прописано в этом пасьянсе. Потому что есть просто исполнение– это корабль. А, у вас и корабль, кстати, совпал. Точно. У вас какой-то выход из лабиринта. Или из путаницы, правда. Из какой-то жизненно патовой ситуации. И не бойтесь отказываться от чего-то, если видите, что это не работает, не служит вашему прогрессу или словно вас как заложником держит. Вот, может быть, и время настало, для кого-то и так. Конечно, решаете свою судьбу только вы сами. Но иногда нам очень сложно принять такое решение, да? Мы к чему-то привыкли. Или какая-то ситуация для нас – она, ну, дорого, любима, и тут у кого с чем связано. Мы надеемся до последнего момента. Но, наверное, прозрение Его Величества все-таки наступает рано или поздно. Вот мне кажется, в каком-то деле, вопросе что-то подобное у вас как раз и прояснится. Но, может быть, и будет это связано с какими-то неожиданностями даже для вас. Но ведь все идет как к исполнению желания, так и к полному. То есть к прогрессу, которое меняет другое качество жизни у вас как будто на пороге. Ну, вот это благополучие, наверное, в кубе. А вы будете переживать, это правда. Видите, еще череп. Это не есть какая-то конкретная, ну вот, конкретика, которая в материальном мире присутствует. Нет, это наши ощущения. Все, не более. Ну, понятно, когда мы, может быть, это вы новость получаете и где-то переживаете. Или будете думать, получится, не получится, вот какой-то вопрос решить. Потому что не быстро что-то идет, да? Все встанет на свои места, мои дорогие. И пока я с вами говорила, еще пересмотрела, что тут у вас еще может совпасть, не вижу. Поэтому идем вперед. Ваше настроение, общий фон настроения. В ближайшие дни. И есть повод для радости. Паш Жезлов, посмотрите, так хитро улыбается. Уже что-то задумал. И у нас эта карта всегда пажи вестники, и когда мы чему-то учимся. Может быть, кто-то буквально пойдет на курсы или будет изучать языки, может быть, языки программирования, может быть, новости от ваших детей, может быть, даже взрослых. Но в первую очередь это наш интерес. Это какой-то огонек в нашей душе, а особенно для настроения это существенно важно. И вы захотите осуществить какой-то свой план. Может быть, будете гореть буквально какой-то темой, вас интересующим вопросом. Настроение прекрасное. Может быть, это вы даже будете заниматься делами, которые касаются вашей работы, финансового достатка. Все-таки жезлы, да? Но вы видите, что вот, может быть, шаг за шагом как-то все равно у вас получается преодолеть некоторые препоны или что-то у вас осуществить. Ну, есть у вас какие-то рычаги влияния в руках. Это факт. Ладно, что прояснится. Но вот какая-то разрушительная ситуация, которая, может быть, она уже была, для вас проясняется, зачем это все было нужно. Или все-таки первая карта башня, это у нас была тюрьма. Это какие-то
ограничения, или пусть мы даже думали, что нет, это для нас какая-то крепость надежная. Мы могли так думать, потому что элемент привычки всегда проходит по этому аркану. Но теперь мы точно знаем, что вот эти барьеры, препоны какие-то, ограничения, они как будто рушатся. Они рушатся и для нас открывают новые возможности. Ну, мы можем где-то и замешкаться, мы можем и, знаете, как, ну, где-то и растеряться, потому что ведь это неожиданность, да, вот, может быть, у кого-то как раз эта молния и будет говорить о том, что создается как время, да, для вас пространство. Это старший аркан. Тут, может быть, и в средствах массовой информации вы что-то такое слышите и понимаете, ух ты, а для меня сейчас, ну, может быть, еще пару шагов, и для меня открываются новые возможности. Да, действовать придется по-другому, как прежде не сработает. Значит, менять методы придется. И нам говорят, пришло время изменить даже мировоззрение. Вот даже так, мои дорогие, прописано. Наша логика какая-то, то есть башня– это наша логика. Или это наше представление, ну, может быть, о том, что справедливо, несправедливо, законно, незаконно, правильно, неправильно. Это, по сути, наши принципы. Они тут тоже могут у вас видоизменяться. Вот мы спросили, что прояснится? Вот вы сами что-то, ну и плюс события извне для вас вместе складывают единую какую-то палитру. Или когда мы говорим «пазл сошелся», вот здесь какой-то пазл у вас сойдется. Да, мы должны себя беречь. По этой карте иногда, знаете как, мы должны действовать по-новому. Или вам придется куда-то быстро собраться и отправиться для того, чтобы либо что-то прояснить, либо согласовать, либо буквально переместиться куда-то. И если мы будем отталкиваться, ведь карта просто дает совет. И если ты будешь действовать прежними методами, ты ничего не добьешься. Ты, более того, потеряешь время, и для тебя это где-то с элементом риска тоже может быть. Вот перестроить себя на какой-то новый лад. Ладно, с чем это связано? Башня. Вы не знаете, как действовать по нулевому аркану. Вот обратите внимание, очень интересно. Чермаркетти не прорисовал лица. Есть как будто тело в костюме в нулевом аркане. И нам может показаться, что как будто за нами кто-то наблюдает. Может быть, и на самом деле я такого не исключаю. Посмотрите, у вас два старших аркана. Вы, мои дорогие, ну, наверное, находитесь где-то, ну, знаете, как в эпицентре событий. Тут на все буквально повлиять мы явно не можем. Мы можем также и чувствовать, что это как за нами, как будто, да, вот те незримые глаза через маску. Есть такой момент. И знаете, это все-таки готовность к тому, чтобы идти вперед. Э, Пусть мы пока еще не знаем, пусть мы пока еще даже не предполагаем, как дальше сложится ситуация, но нам говорят, что это, знаете, как какие-то возможности. Это вы тоже, как будто карта говорит, ты тоже должен где-то, может быть, и быть за этой маской, потому что что-то просчитать наперед, вот такой период времени, у тебя не получится. Ты можешь столкнуться с разными рода людьми, с разным поведением. Ты можешь и где-то с манипуляцией столкнуться, поэтому тебе придется себя самого защищать. Да, перед тобой нет ограниченного пространства, более того, эффект бабочки мы говорим, да, Чаромаркетти прописывает, прорисовывает бабочку. Это даже действительно вот эти новости, как в средствах массовой информации, или когда меняются какие-то положения, ну, может быть, как приложение к какому-то закону, да, подзаконный акт, который вам дает определенные возможности. Вот даже что-то такое может быть. И эффект бабочки имеется в виду где-то на конце другого континента бабочка от взмаха крыльев создает некоторые вибрации, которые, тем не менее, они хоть и незаметны, но эти вибрации доходят и до нас. Тут именно мировоззрение, тут общая какая-то картина мира, которая складывается. И для вас это все, как, знаете, по судьбе. Вот эта радуга прорисовал Чиромаркетти как кольца Сатурна. А Сатурн, мы знаем, планета власти. Но в то же время Уран, значок Урана, говорит о том, что, ну, как сейчас Уран в Близнецах.
И здесь может быть до 1000 неопределенностей. Он ломает стереотипы, ломает какие-то устоявшиеся шаблоны и заставляет, он нам помогает тоже перестроиться, потому что не будет как прежде. Но вот у вас что-то подобное происходит, но ведь всегда по нулевому аркану это возможности. Но отстроить свою собственную систему какую-то новую. Может быть, система работы, система общения, может быть, и перемещения, куда-то поездки, мои дорогие. Но это все в каком-то другом будет ключе. Ну или как минимум с какими-то другими условностями. Ладно, давайте узнаем по основным сферам жизни, мои дорогие, что там тут расскажут карты. И первое, ваши достижения. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба. У кого-то документы. Ух ты, победа. Вот правда, все то, что я долго говорила, вы победитель. Но эту победу мы не можем успокоиться, мы должны ее контролировать. Как только вот нам тут такой император буквально изображен, ну, человек уверенный в себе. То есть вы получаете результат. Вот смотрите, карты пасьянса и карты Таро говорят об одном и том же. У вас здесь об исполнении желаний нам уже сказали. Но зри в корень, зри в оба, потому что тебе придется эти позиции сохранять. Ладно, что же там в личной жизни? Вы уже в личной жизни в будущее смотрите, правда, у кого-то переезд или куда-то поездка, может быть, встреча с человеком, может быть, знакомство какое-то недавно состоялось. Вы уже продумываете, что будет дальше, или что, даже вы, если человек семейный, ну, значит, вы какие-то общие планы, цели, вы будете думать вместе одинаково. Что-то вас тут радует, более того, на жезлы, тройка жезлов всегда карта будущего. И даже вне зависимости от того, в каком статусе личной жизни вы сейчас находитесь, но как-то для вас все складывается более интересно, я бы в первую очередь вот это сказала, потому что мы воодушевлены. И не случайно паж жезлов. Это мы уже имеем какие-то планы. Тут они у каждого свои, но самое главное, они не беспочвенные. Давайте узнаем, что там на деньги. Финансы. Получение денег, может быть, какой-то суммы, причем большой суммы. Если ваш гонорар или вам причиталась какая-то сумма денег, да, по какой-то причине застряла, да, или, может быть, сбой каких-то систем или, ну, может быть, и еще были какие-то препоны, да, вот как что-то рушится, да. Может быть, раньше вы не могли это осуществить, а теперь вы это можете. Вот, кстати, тут какой-то даже может быть, пусть не у всех, но сложная тема, вопрос, который вы, может быть, многократно пытались, ну, как-то вот разрешить. И у вас все время не получалось. А вот здесь может получиться. Итоговая карта. И мир, весь мир у ваших ног. Вот смотрите, вы можете за пару дней, ну, или за какой-то короткий период, мои дорогие, прожить как будто целую жизнь. Может быть, вы принадлежите к разряду тех людей, которые за жизнь проживают несколько жизней. Правда, так бывает. Вот как эпоха, веха заканчивается, теперь совершенно новая. Вот что-то подобное. Почему? От нулевого аркана, нулевого, до последнего, 21-го мира. Зачем были нужны какие-то переживания? Зачем были нужны какие-то, ну, как и ваш опыт или приложенные усилия? Вы теперь это тоже видите. То есть итог вы подводите. Но и тут что-то судьбоносное. Вот мне нечего добавить. Может решаться. И мы можем поначалу видеть, как в башне что-то рушится. А на самом деле рушится ограничение. Да, нам придется действовать по-другому. Нам придется адаптироваться, ну, как-то и реорганизовывать некоторые сферы нашей жизни. Но самое главное, нас уже ничто не держит в заложниках. Ну, и победа, понятно. Тут дважды победа, да? Посмотрите, какие волшебные карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые представители знака зодиака Рак. Положу вот так. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Благодарю за ваши искренние добрые комментарии. Пусть я не всегда ответила, не всегда времени хватает, я надеюсь на понимание. Поверьте, я всегда читаю очень внимательно. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.